Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же женщина наблюдает за вами? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ой, а что ж так плохо, ребятушки? С головой ушли в работу, чтобы не переживать, не страдать, может быть, о чем-то не вспоминать, не думать. С чем это связано? Что-то совсем. Ну, семья. Это абсолютно четко проигрывается переживание после развода, в котором вы пребываете, да, у кого-то, опять же, повторяюсь, да, вы знаете, кто меня постоянно смотрит, у кого-то это прошлый период, еще не так давно это было, у кого-то сейчас это довольно острые такие переживания, если вы совсем недавно разошлись. Это состояние абсолютной депрессии, состояние, когда вот хочется лежать и никуда не идти, никого не хочу, ничего не хочу, это состояние тотальное одиночество, одиночество. Единственная вот отдушина – это работа. Работать вы, в принципе, умеете, зарабатывать вы умеете, но опять же, вот у некоторых проигрывается, что появляются мысли, а может быть, бывшую вернуть, да, а вдруг бы что-то получилось, а может быть, попробовать. Ну, то есть, такие мысли есть, но есть и сомнения, а получится ли, а не повторится ли снова эта вся ситуация, да? Ну, то есть это может быть такая ситуация выбора. Так, что еще? Вот у вас так по жизни повелось, ну, смотрите, второй раз, опять же, да, вот у нас выпадает одиночество, тотальное одиночество. Смотрите, как-то так повелось у вас в жизни, что вот женщины вами управляют. У кого-то это одна, допустим, была женщина, у кого-то там 2-3 брака, либо же несколько отношений. При всем при том, что вы, в общем-то, мужчина, ну, довольно тоже с таким вот характером непростым, скажем. Я не могу сказать, что вы такой белый и пушистый, да, ну, то есть присутствует и мужская сила, такие, сила воли, так скажем, да. Но с женщинами как-то вот вы теряетесь. Вот вы влюбляетесь, вы в женщин теряетесь, и женщины начинают вами управлять, и управлять очень умело. И манипулировать, и подавлять. Причем вот вы очень такой податливый становитесь, когда влюбляетесь. Это такая ваша, ну, я даже не знаю, проблема, не проблема, да, как угодно называйте, но такой момент присутствует 100%. Вот вы становитесь просто ручным, когда вы влюбляетесь в женщину. Вы человек, который, ну, довольно неплохо зарабатываете. В принципе, все, что у вас есть, заработали сами, да, вам манна небесная не падала. Вы человек, который, ну, довольно неплохо стоит на ногах, да, это может быть машина, квартира, это все есть, да, единственное, что нет, это семьи, нет счастья в личной жизни. Это на сегодняшний день, это основная проблема ваша, плюс у некоторых может проигрываться проблемы по здоровью. Будьте осторожны, потому что, ну, могут быть обострения, вот, может быть, даже сейчас, вот, либо в ближайшее время может обостриться какая-то хроническая болячка. Поэтому не нервничаем, держим себя в руках, пьем успокоительное. Так, и смотрим, что же дальше. 100% разрушение семьи. Посмотрите, настолько негативные карты. Еще такой момент. Не хочу никого пугать, но вот я бы некоторым из вас советовала сделать диагностику на наличие черной магии. Потому что то, что у меня есть, мне не очень нравится. Может присутствовать такой момент, что как раз вы и находитесь либо в таком состоянии, да, вот может быть болезненном, либо же вы чувствуете по себе, что вам очень плохо по каким-то причинам, да, кто-то не может личную жизнь долго устроить. Ну, то есть у всех это будет по-разному. Но здесь очень четко видно, что может быть наявность черной магии. Здесь такой момент, который, ну, я не могу просто смолчать, я не люблю эту тему особо поднимать, не хочу никого пугать.
Но, тем не менее, проблема в личной жизни, еще раз говорю, здесь может быть сделана на одиночество. Довольно часто это делают женщины, особенно с которыми разошлись, да, и вот если, допустим, даже она накосячила, а муж ушел, да, вот вы, допустим, узнали, что она изменила, вы развернулись, ушли, хлопнули дверью. Она просто из зловредности вот могла пойти и сделать вот, ну, по такому типажу, что не доставайся же ты никому. Здесь большая вероятность, что сделано на одиночество. Поэтому, если кто из вас хочет, пожалуйста, на личный расклад, добро пожаловать. Можете обратиться и посмотрим, потому что то, что я вижу, мне очень и очень не нравится. Я не вижу серьезных отношений в вашей жизни, я не вижу, ну, в принципе, вообще даже желания какого-то. Может даже проигрываться, что, знаете, вот абсолютно утрачен смысл жизни. Абсолютно. Просто все, что вы делаете, делаете на автомате. Делаете, знаете, даже вот те деньги, которые у вас есть, которые вы зарабатываете, они как-то особо вас и не радуют. Если раньше вы с таким упоением, вы зарабатывали деньги, да, потому что там любимая женщина, дети и так далее. Сейчас смысла нет, вот, ну, тупо хочется смотреть в одну точку. Особенно я это говорю тем, у кого, ну, не так давно вот произошел разрыв. Здесь вообще плачевное состояние. Здесь просто, ну, чисто по-человечески можно пожалеть. Ну, хоть я прекрасно знаю, что мужчины не любят, когда их жалеют, да, потому что, ну, все-таки сильный пол. Но я чисто по-человечески, вот я искренне сочувствую вам, кто сейчас находится в таком плачевном состоянии. Вы знаете, вот я понимаю, что, может быть, не очень хочется бередить раны, но я все-таки скажу, то, что вы сбежали от вот этой дамочки, вот злюка, да, ну, извините, по-другому не назову ее, то, что вы от нее сбежали, это, это ваш, это ваш такой, знаете, это выигрыш ваш. Если бы вы не ушли от нее, было бы намного хуже. Здесь была бы печалька. Я не буду говорить, какая, но здесь реально была бы печалька, здесь было бы очень и очень плохо. Поэтому скажите спасибо Вселенной, высшим силам, кому угодно, да, что вот забрали, отвели от нее, и этой женщины больше не должно быть в вашей жизни, потому что она приносит только боль, одиночество, страдания, разочарование, ну, то есть это трэш. Давно не было таких, вот кто разбирается в Таро, давно не было таких негативных карт у нас, да. Ну, иногда там какая-то одна-две могла проскальзывать, но чтобы вот так вот, ну, даже как-то жутковато немного. Итак, давайте будем разбираться, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад, которая за вами наблюдает. Ух ты, да за вами не одна женщина наблюдает. Вот это чудеса, вот это чудеса. Смотрите, за вами, я вам скажу, наблюдает даже ваша бывшенькая. Она не утратила, вот она не угомонилась, она не утратила какого-то вот своего женского такого любопытства. Она не может угомониться никак. Через каких-то, то ли это общие знакомые, там родственники, она выспрашивает, как вы живете, да, как ваша жизнь, вообще, кем вы работаете, где, что. То есть такой интерес есть. Она может выискивать даже вот в соцсетях ваши странички. Причем здесь, знаете, дама, которая выискивает это не просто потому, что ее тянет к вам, да, не потому, что она там поняла, что потеряла там золотого распрекрасного мужчину, не потому, что она хочет помириться с вами, нет. Она это просто, знаете, она ищет с той целью, чтобы потешить свое самолюбие, что вы такой бедный несчастный. Вот она очень хочет услышать, что вы без нее пропадаете, что вы там бедный, несчастный, никому не нужный, безработный, что вы там чуть ли не на улице живете. Вот, ну, понимаете, да, в таком плане. Ей очень хочется видеть вас, ну, как можно в худшем состоянии. Человек настолько сильно на вас обозленный, человек настолько, знаете, она... У меня такое ощущение, что она очень много думала, либо же сейчас еще думает, очень много негативных мыслей о вас.
Очень такая, знаете, негативная энергетика, негативный посыл в ваш адрес. А как мы знаем, все вот эти наши негативные мысли, но они довольно часто воплощаются. Помимо черной магии, которая может быть, это еще такой своего рода негативный посыл от вашей бывшей. Если даже вы с ней общаетесь, то здесь реально можете общаться, ну, на каких-то повышенных тонах. Здесь могут быть претензии с ее стороны. Здесь могут быть, ну, реально какие-то такие скандалы, причем затеянные специально. Это я сейчас говорю к тем, обращаюсь, кто, ну, каким-то образом общаетесь еще с бывшей. И неважно, по поводу детей, либо же еще какие-то моменты. Но здесь будут конфликты. Причем она будет сама провоцировать их. Вот она, еще раз говорю, наблюдает за вами просто для того, чтобы, а вдруг скажут, да, что он там бедный, несчастный, он там бедствует, да, она очень хочет услышать, что вы там за ней страдаете, скучаете. Вот она именно этого хочет. Давайте далее разбираться. Смотрите, еще одна женщина вот за вами наблюдает. Что же это за женщина? Давайте-ка разберемся. Что же за дамы за вами подсматривают? Это дама, которая, она находится где-то поблизости с вами, которой вы давно нравитесь, которая, ну знаете, она бы хотела с вами зароманить, вот скажем так. Эта женщина, скорее всего, она пережила тоже либо же развод, разрыв, ну, либо пребывает в такой вот стадии развода, как говорят, что уже семья вот-вот разрушится. Но, тем не менее, вот она как-то не решается к вам подойти. Почему не решается? Она боится вашего какого-то, ну, отторжение, что ли, да? Вот у нее есть некий страх такой, что вы можете не согласиться с ней, там, общаться, да, так скажем. Ну, то есть она такая ваша тайная поклонница. Вот она наблюдает, я не буду говорить, насколько близко вы с ней общаетесь, да, пусть это будет моя такая маленькая интрига, я люблю интриговать, но с этой женщиной вы однозначно пересекаетесь. Ей бы хотелось, конечно же, чтобы вы ее заметили. Она сама не будет пока ничего делать. Это такая, знаете, какая-то, ну, необычная поклонница. Я даже не знаю, как ее назвать. Она любуется просто даже для какого-то своего кайфа такого, да. Вот она увидела вас, там, ну, допустим, в окно, да. И ей уже хорошо, она кайфует, она уже все, она уже весь день в настроении, вот в таком плане. Хотя, да, она бы не отказалась из-за романа с вами, она бы не отказалась от каких-то отношений с вами, но пока не решается. Так, что же это еще за женщина? Давайте будем ее узнавать. Смотрите, вот если ее описывать, вот эту вот вторую женщину, да, поклонницу вашу, она довольно такая, ну, я не могу сказать, что она фифа королевишна, но она имеет стержень, характер. Ну, как для женщины, это может быть какая-то немного и жестковатость, это может быть какая-то такая, ну, серьезность во всем, целеустремленность. Она может хорошо стоять на ногах, она может быть, ну, я не знаю, там в каких-то таких серьезных структурах она может работать, либо же иметь свой бизнес. То есть, понимаете, ей даже еще должность, может быть, не помогает, ну, не позволяет, да, вот, чтобы там бегать за мужчиной, показывать свою симпатию, ну, в таком ключе. Я уже, в принципе, не раз рассказывала, что многие женщины, они считают, что мужчина должен сам за ней бегать, мужчина сам должен заметить, да. А мужчины, в свою очередь, говорят, ну, елки-палки, ну, женщина должна же хотя бы хоть какой-то знак подать, да, хоть улыбнуться, хоть подмигнуть. А как же я узнаю, что я ей нравлюсь, да? И я это и по ваших комментариях тоже читала, я это прекрасно все понимаю. Но когда женщина, в принципе, ну, более-менее с нормальной такой адекватной самооценкой, не заниженной самооценкой, ну, вряд ли она будет особо оказывать знаки внимания мужчинам.
Ну да, понятное дело, что бывают, конечно, исключения, но здесь не та ситуация. Давайте-ка наперед посмотрим, будет ли она что-то делать. У вас, кстати, может с ней быть общение, вот с этой женщиной, может быть, да, вот как-то вы пересечетесь, но это будет чуть попозже, это не будет ближайший такой период. У каждого это будут свои сроки. Давайте посмотрим, что у вас с ней может быть. У вас может быть роман, но этот роман не приведет, к сожалению, вот, допустим, к семье, к стабильности, к каким-то серьезным отношениям. Нет. Вот обычно, вот я говорю, да, если там, допустим, семья, то семья. Вот у нас бывало такое в раскладах, что выпадало, допустим, начинается с романа, а потом переходит уже в серьезные отношения, там, в семью. Нет, здесь может чисто роман быть. И то, вот если будет расставание, то оно может быть очень болезненным. Вот я говорю как есть, да, а вы уже сами думаете, насколько вы готовы просто пороманить или нет. Я понимаю, что да, хочется серьезных отношений всем вам, но тем не менее здесь могут быть вот реально какие-то болезненные истории. Вот болезненные истории после вот этого романа. Я вам даже больше скажу, вы еще как-то и сразу так не кинетесь в омут с головой. Вы все-таки будете искать настоящую любовь. Да, некоторые из вас, конечно же, могут пороманить, это общий расклад. Все люди разные. Но большинство все-таки будет искать свою настоящую любовь, и я думаю, вы все-таки на это не пойдете. Вот не будете вы соглашаться, потому что, ну, все-таки серьезные отношения – это серьезные. А здесь, если, знаете, ну, пороманить, а потом тебе еще и что-то такое учудят, выкинут, да, что это будет, ну, это видно реально болезненно и переживательно для вас будет. Это не будет просто, знаете, так все там поматросил, бросил и на утро забыл, как зовут. Нет, это будет совсем по-другому. А вы человек, ну, в принципе, довольно ранимый, переживательный. Поэтому для вас это будет, ну, болезненная такая ситуация. 100 раз подумайте, прежде чем вообще вступать в какие-то такие вот романчики. Потому что, знаете как, можно начать роман, ну так, без задней мысли, думать, да, по роману, позажигаю, да, там, поотвлекаюсь. А потом берешь и влюбляешься. И что потом? А потом снова болезненное расставание, да? А у женщины, допустим, не было серьезных намерений, ей достаточно романа. И что вы будете с этим делать? Вот такой даже момент. Очень много разочарованных мужчин, да и женщин, в принципе, которые вот именно после романа влюбляются, а у партнера совершенно другая цель. Вот правду говорят, что нужно искать себе, ну, того же партнера, половинку, как угодно называйте, именно с такой целью, как у вас. Вот тогда это будет то, что надо. Это тогда будет такой тандем, когда все цели сходятся, все сходится. Допустим, вы настроены на роман, она настроена на роман, и все довольны и рады. Либо же, когда вы настроены на серьезные отношения, и женщина настроена на серьезные отношения, то есть у вас одна цель, вы вместе идете к этой цели, да, иначе никак, иначе будет больно. Можно влюбиться, а все пойдет наперекосяк, все пойдет совершенно не так. Поэтому, ребятушки, вас ждет новая любовь. Вы можете, еще раз говорю, кто хочет, можете пороманить. Единственное, вот в душу вот эту женщину не впускайте. Потому что, ну, будет больно, будет тяжело, обидно и неприятно. У каждого это будет проигрываться своя ситуация, конечно же, но переживания, ну, от них никуда не денешься. Так, и новая любовь, конечно же, придет в вашу жизнь. Причем, смотрите, она придет очень неожиданно. Вот эта новая любовь, которая у вас будет, вот как раз она и приведет вас, в принципе, к семье. Так что смотрите, мое дело предупредить, да, вот, а вы уже будете сами решать. Много сейчас таких ситуаций, когда и мужчины, и женщины теряются, не знают вообще, да, стоит ли вступать в отношения, в какие отношения лучше вступить, да, вот стараются как-то обезопасить себя. Никому не хочется боли, никому не хочется каких-то разочарований, тем более не хочется предательства.
Поэтому, как говорят, обжегшись на молоке, дуешь и на воду. Ну, вот по такому типажу. А новая любовь, ну, 100%, однозначно, да, вот, которая приведет как раз к семье, которая ворвется очень так внезапно в вашу жизнь. Поэтому ждите, верьте и надейтесь, и да будет с вами счастье. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!